Ну, пацаны, благодарю всех за поддержку под прошлыми видосами. Такими темпами сейчас в тренды залетим. За это и не стыдно 50 грамм ёбнуть. Блядь. О, как, блядь, эти алкаши пьют это чернила. Приветствую на своем молодом и перспективном геймерском канале Вадич Аорус Phantom Elite Rockstrix Gaming RGB+. Этого видеоматериала не должно было быть на моем канале, но благодаря моему старому и хорошему другу Владимиру Михайловичу все же есть. Он дал мне погонять комп на время, за что ему огромное спасибо. И еще я оставил ссылку на него в описании. Владос занимается монтажом видосов. Опыт за плечами есть, так что если кому надо, за Балтику видик сделает, а за 0.2 Беловежской уже целое кино смонтирует. Это я на всякий случай, вдруг видос стрельнет, ну или хотя бы пукнет. Теперь перейдем к Атомику. И знаете, я давно не видел масштабных проектов от русских разработчиков. На моей памяти последнее, во что я играл, это Симбионт и Смерть шпионам. Но это было, когда я еще под стол пешком ходил. Игра разрабатывалась очень давно, а узнал я про нее только перед выходом, несмотря на их очень, скажем так, агрессивную рекламу. Для такого события я ее даже купил, и на следующий день была скидка. Блять. Еще уточню, что сюжеты в игре как кот накакал, и я как бы не то чтобы в восторге, поэтому разбавлю ролик своим мнением касаемо игры, чтобы он был больше 5 минут. Сразу говорю, что это будут лишь субъективные ощущения, и я не хочу сказать, что игра объективно плохая или хорошая, каждый воспринимает это по-разному. Я думаю, с этим понятно и надеюсь, будет интересно. Сразу со старта нам кидают в лицо Советский Союз, каким его себе представлял дедушка Ленин. Даже граненые стаканы есть, и какой-нибудь дед, как я, скажет, что помню, как в каждом доме был такой, а школьники скажут, ну нихера себе, у нас таких компот в столовке дают. И круто, что игра сразу нас знакомит с миром и что вообще происходит. А конкретно наш главный герой Серега Нечаев прибыл на предприятие 3826 для помощи во внедрении нейросети Коллектив 2.0. Директор предприятия Димария топовый бравлер Сеченов создал жидкий программируемый материал под названием Полимер, благодаря которому он создал сетевой искусственный интеллект Коллектив 1.0. И как вы понимаете, Коллектив 2.0 это просто улучшенная версия для управления роботами. Так что предприятие 3826 занимается массовым производством роботов. Это так, немножко по лору. Ща Сереге нужно в лабораторию для завершения интеграции перчатки по имени Храс, и она даже разговаривает. Поскольку у меня нет мощного ПК, я сразу ринулся оценивать запредельный графинарий. Водичка вообще пососная, а запеченное отражение добавили походу только на реку в начале. Для примера даже закину водичку из первого кризиса, 2007 год. Деревья, здравствуй блендер, урок для начинающих, даже видно, что листья это плоская PNG текстура, я думаю растительность из третьего кризиса даже показывать не нужно. Зато есть подповерхностное рассеивание, и листья не блестят, как в том же Star Wars Battlefront, а поглощают свет, как и должно быть, еще в придачу она динамическая. На персонажа она никак не реагирует, конечно, но это хоть немного сглаживает ситуацию. Еще трава не реагирует на огонь вообще. Сделали бы как в Far Cry 3, чтобы она хотя бы чернела, что ли. А вот затемнение очень даже ничего. Не знаю, какой алгоритм тут применяется, но из-за этого вот это поле выглядит супер-мега-забс. Персонажи, ну я не сказал бы, что они сильно детализированы по сравнению с той же колдой. Напоследок, отсутствие нормального сглаживания. Есть только один метод, TAA. Он используется для слабых компьютеров и мылит картинку. Почему нет метода, ну, хотя бы MSAA, непонятно. Это все, что я заметил невооруженным глазом. То есть системные требования есть как бы, а графику, наверное, где-то по дороге потеряли. Попав в лабораторию, Серега принимает капсулу нейрополимера и получает орлиное зрение, после чего направляется в офис Сеченова за ключом от москвича, который отвезет его в комплекс Вавилов. Блять, грязными руками по стеклу. Поскольку Димарио занят журналистами, ключ отдают всеми любимые близняшки. Обдрочься, да, молоденький. А машина-то не простая, а летающая. Можно уже просто музыку. На бас, лавандос, башка папирос, прищепый волосой брос, я не... Ты мне лучше вот что скажи. Какого хрена мы летим на привязанный к роботу Колымаги? Что, нельзя было вызвать с базы реактивный самолет? Серега, ты не понимаешь, это чтобы сюжета было на 20 часов. Экскурсия заканчивается не лучшим образом. Дрон-убийца подстрелил наш москвич. И восстали машины из пепла ядерного огня. После еще одного мягкого приземления Сережа попал в мир разврата, где пахнет страхом и водкой. Первое впечатление... В смысле нет спринта? Довольно быстро Серега встречает Зинаиду.
Баба Зина насрала в корыто. Что ж ты делаешь, жирная сука? Ведь там моется деда Илюха. Ну тут все по дефолту. Русская бабка с калаша валит армию роботов. Осталось только метнуть Nokia 3310, чтобы земля пополам раскололась. Прям под нами и был комплекс Вавилов. И Серега благополучно спускается на лифте вниз. А почему не вейп достал? Я бы тогда орнул дико. Нихера у него мощные легкие. Сигун, значит, за одну тягу скуривает, а скорость бега почему-то нужно качать. Но про это немножко попозже. Роботов в боевой режим перевел Виктор Петров, главный инженер по разработке коллектива. Это я просто держу в курсе, чтобы вы понимали, зачем Серега вообще пришел. Впечатление второе. В смысле оружие не прокручивается? И стелс. Я не знаю вообще, зачем он тут прикручен. У меня получилось его использовать 1,5 раз. В начале при обучении и когда Вовчик за своими усами ничего не заметил. В зале с лифтами на вечеринку залетает гигантский глист, а Сережу заваливает потолком. Очнулся он в типа лазарете, откачала его Лариса Филатова, врач-проктолог предприятия, с довольно пухлыми пальцами. И сеанс лечения прерывает черная версия Вовчика. Ну что ты, планшет на андроиде, усы не сбрил, пизды получил? Следом идет очень важная встреча с Элеонора, 16 лет, пошлая. Она вроде как... Киборг-убийца. Но Храс смог ее успокоить. Тебе понравилось, милый? О да, детка, покажи мне свой выхлоп. Леонора будет холодосом, в котором вся прокачка. Что-то вроде хранительницы огня из Dark Souls, только она тут хранительница секса. Поскольку до next катсцены где-то час, расскажу немного про игру. Навыки. Сразу меня расстроило то, что Серега кастрат, и ему нужно сразу вкачивать скорость бега и второе уклонение, тогда игра становится в целом бодрее. Инвентарь работает примерно как в Resident Evil, только нельзя ворочать пушки, чтобы красиво все укомплектовать, но это не важно. Места как-то маловато, просто Resident это медленный survival horror, а Atomic Heart динамичный экшен от первого лица, так что качаем еще и инвентарь. В итоге сразу нужно тратить ресурсы на прокачку вещей, которые должны быть по дефолту в такой игре. Способности самой перчатки работают точно так же. Для шока стан качать отдельно, для телекинеза бросок качать отдельно, брызгать строительной пеной в принципе бесполезно, заморозка тоже бесполезна, а щит это щит. Но конкретнее про это позже, да и в принципе большая часть навыков у персонажа это здоровье, защита, здоровье, лечение. Вот и получилась не ветка навыков, а родословное дерево. Нет ни одного уникального навыка. Могли бы хоть добавить удар с ноги или по-русски колхозный с пяточки, тогда бы я игре сразу поставил 14 миллионов тысяч из 10. Касаемо уровня сложности, я пробовал сначала на легком, потом поставил сложный и прошел игру. Он заключается только в силе противника. На легком они отлетают быстро, из-за чего файты слишком короткие, а на сложном очень долго, из-за чего файты долгие и душные. Да и в принципе это лишние смерти и затяг времени. На среднем, я думаю, будет баланс. А теперь представим, что прошел час и Серега нашел Виктора, но он спокойно убежал и дал команду нападения роботам, из чего мы делаем вывод, что они его не трогают. Еще пока Серега за ним следил, выяснилось, что Лариса-то с ним заодно. Немного позже он находит тело Витька. Судя по биометрике, перед нами Петров. Какой биометрии? Ты у него анализ мочи взял взглядом или как это вообще работает? Ну, допустим, это Витек. Сеченов, естественно, расстроился, что нет ни головы, ни колец каких-то там анальных, наверное. Потому что голова самая важная часть. Благодаря ей можно отключить боевой режим всех роботов. Сейчас надо отправляться на комплекс ВДНХ. Там Штокхуизен даст next указания, но перед этим колбы. Еще колбы? Ну, может, еще по колбе? Ну, давай по последней. Может, еще хочешь погонять цистерну по рельсам? 2 часа! Почему так долго? Тут претензия не к колбам. Такие приколы во всех играх есть. Почему так много и долго их надо добывать? Справедливости ради, скажу, что эти похождения разбавляет Храс своим пиздежом по типу обсуждения Сеченова, что он, тип, всегда недовольный нытик. Плюс еще такие моменты есть. Да ебаный пирог. Это не та дверь. Нигде не видел, чтобы персонаж так комментировал ситуацию, меня прям улыбнуло. Еще гигантский цветок прикольный, только жалко, что был не босс-файт, а перетягивание цистерны. Пока зарядится сильный удар, я успеваю чай сделать. Что Серега все это время делает?
Активно злится. Спустя 2 часа восстанавливаем дерево и вылетаем в типа открытый мир. Я думал, сейчас пофармлю ресурсы на улучшения какие, а они начали респавниться бесконечно. При этом бесконечно летают пчелы и восстанавливают роботов, включая камеры. Отдельное место в раю выделено для того, кто придумал этих пузатиков. Они отпрыгивают со взрывом, и пока Серегу пиздят, еще ракетами шмаляют. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. В общем, я нафармился, спасибо. Ох, вышечки мои любимые. Естественно, у Сереги нет доступа к ним, чтобы открыть проезд к вокзалу. И тут как раз баба Зина приглашала его к себе в реактивную избушку. Ну, это прям такая милаха. У нее как раз шла передача по России РТР, как Димарио базарит с Молотовым. Это председатель Совета Министров и по совместительству куратор предприятия 3826. Он хейтит Димаса из-за сбоя в системе, а тот, напротив, пытается все скрыть, будто бы все хорошо, и сбой уже пофиксили. Молотов уже сытся, что об этом узнает SSI и перестанет покупать роботов, так что он наведается с проверкой на ВДНХ. Поэтому медлить нельзя. Получаем у бабы Зины код доступа к вышкам, открываем ворота и садимся в Москвич. Правда, он взрывается от 2-3 столкновений. Где то советское качество, за которое мне затирала бабушка всю мою сознательную жизнь? На поезд тоже так просто не попасть. Нужен билет, поэтому сначала к одному трупу, а билет просрочен, потом ко второму за проездным, и выясняется, что проезд для Сереги вообще был бесплатный. Бля, подъебали Серегу, а горит у меня. Садимся до остановочки Солнечная. Как обычно, все не по плану, еще откуда-то Штокхаузен зареспавнился. Он говорит, что Димарио приказал включить учебную тревогу на ВДНХ, но перед этим драка с боссом. А перед дракой с боссом нужно активировать вышку, чтобы открыть маленькую вышку, чтобы включить летающую вышку, и по тросу спускаемся на арену. Там Серегу ждет захватывающая схватка с ежихой. Она настолько быстрая, и передвигаясь этими короткими, как мой пенис, рывками, чувствую себя инвалидом. Ну и еще она похожа на няню из смешариков, и саундтрек классный. Да. Дальше идут головоломки примерно полчаса, чтобы попасть в ВДНХ, а потом 3 часа сбора Клары, потому что одна Терешкова не может запустить учебную тревогу. Собирая этот металлолом, я обнаружил еще один костыль. Без Элеоноры нельзя зайти в инвентарь, и когда рюкзак заполнен, нельзя выкинуть ненужные патроны, капсулы, кассеты. Из-за этого приходится каждый раз заходить в холодос и рыться на складе. Ладно, хрен с ним, нельзя создавать расходники, но почему нельзя разобрать или хотя бы выкинуть, непонятно. Еще на этом этапе игры я прокачал телекинез, и скажу, что после его прокачки остальные способности, ну, просто не имеют смысла. Слишком имба. Если еще прокачать поднятие более тяжелых противников, то им контрятся все, без исключения, даже боссы. Только щит как-то выбивается, потому что он реально может выручить, пока телекинез на кулдауне. Знаете, что еще? Обычно в играх день проходит за час, а тут Молотов сказал, что будет через пару часов. Всем этим гриндом я занимаюсь уже часов 6. Бум! Разрабы молодцы, всех переиграли. Время суток меняется, как в реальной жизни, и я даже умудряюсь опаздывать. Но ты не ссы, Серега. Комиссия зареспавнится только когда ты придешь. От механики лута я просто кайфую. Ну смотреть, как это все добро залетает к себе в очко или куда-то там он его прячет, где-то в той области, это просто кайф. Храс, как обычно, разбавляет все своими мыслями, что типа, а может Димас козел, а может он хочет власти, а почему у роботов стоят пушки, хотя их не должно быть. Но Серега упирается, говорит, что Димарио спас его на операционном столе после войны. Он хороший человек и вообще как отец Сереги, не может такого быть. Ох, Сережа, жизни ты еще не видел. Обычно самый пиздец происходит от того, от кого ты ожидаешь этого меньше всего. Плюс не забываем про проект «Атомное сердце», который, скорее всего, подразумевает в себе что-то, ну, нехорошее. Был у меня одноклассник, учился на отлично, не ругался матом, вел себя примерно, но когда его встретил спустя год окончания школы, увидев его с сигой в зубах и 2 за ушами, и бутылкой Балтики в руках, я прихуел чуть-чуть. Вот от него я такого вообще не ожидал, так что в жизни все не так просто, дружище, нужно быть готовым ко всему. Просто придерживаю вас в курсе жизненной базы, да. Еще тут есть босс Плющин, но встретил я его 4 раза за игру, так что ничего необычного. Собрав Клару, девчонки включают учебную тревогу, и как раз влетает Молотов, а кругом кровище. Сеченов все еще продолжает врать, все спихивает на Петрова. Ваш локальный технический сбой оказался глобальным. Роботы в боевом режиме. Массовые человеческие жертвы. Мне продолжать? Да, пожалуйста. И прежде всего я хочу знать, откуда у вас такая информация? Ну да, на улице же вообще не разруха, печаль и тоска.
Это выглядит немного странно, типа Сеченов понимает, что не прав и все равно пытается что-то доказать, и по заслугам получает постановление об отмене запуска коллектива и о служебном расследовании в его отношении. Димарио просит о личной встрече наедине, и Молотов сказал быть тут через 15 минут. Штокхаузен сразу побежал встречать своего хозяина, а у Сереги началась какая-то мигрень и пошли жесткие глюки. Все, что происходит сейчас на экране, называется лимбо. Я сразу подумал, что попал в Devil May Cry, но нет, там не дают собирать яблочки. Попутно Серега еще слышит голоса, похожие на воспоминания. Очнувшись, в зале были все мертвы, и как раз пришел Сеченов. Серега сказал, что ничего не помнит, но Димарио утверждает, что сюда прорвались роботы и всех убили. Тогда назревает логичный вопрос, а почему Серега жив? Допустим, я поверил на слово. После этого нам дают полюбоваться 5 минут на то, как близняшки пытаются достать ключ и вставить его в какой-то аппарат. Потом еще 5 минут смотреть на то, как космические сопли поглощают Молотова, и на лучшую анимацию лица ever. Резко прибегает Шток и говорит, что кто-то пытается передать инфу на запад. Центральный узел связи шалит. Это может сделать только сам Димарио и Петров. Серега утверждает, он же был мертв, но Сеченов говорит, раз головы не было, значит это махинация Филатовой. Она же все-таки проктолог, профессионал по отрубанию голов. А Петров это прежде всего голова. Да-да. Димарио по-прежнему хочет запустить коллектив. Ну тогда погнали искать нашего головастика. По дороге Храс пояснил, что космические сопли это накопители информации, и получается сейчас у Сеченова есть все знания, что были в голове у Молотова. Плюс стало известно, что Димарио без охраны никогда не остается, и этот носитель информации свободно передвигается и может сожрать любого. Да и получается так, что Молотов испарился, и Димарио может делать вид, что ни при чем, и включать дурачка. Короче, Сереге есть о чем задуматься. Залетев в здание, где они пытались передать сигнал, у меня было ощущение, что эту анимацию делали мышкой. Вот так покруче будет. Ты же говорил, что не имеешь никакого отношения. Конечно, не имеет. Чего он там еще успел тебе наплести, а? Чего он еще тебе наплел? Он пиздобол, я же говорил. Тут целая Санта-Барбара. Оказывается, Петров не сказал Ларисе, что он контролит роботов и как раз таки включил боевой режим. Он начал сразу оправдываться, что у него не было выбора, ведь на кону даже не тысячи жизней, а миллионы. В общем, Лариса обиделась, что Витек ничего не сказал, и убежала. Он, естественно, побежал за ней. Но Серегу освободил его паучок, миленький такой. Виктор попозже связался с Серегой и сказал, что он козел сдал его. Храс, естественно, отследил звонок, и стало ясно, что Петров в театре. Но перед тем, как туда отправиться, затронем полигоны и общий контент. Ну, в этом плане как-то грустновато, не особо хлещет разнообразием. У оружия Бьетыка по стандарту просто сильная пиздюля. На пожарный топор и паштет по ходу игры дается чертеж, но их атаки, как по мне, слабоваты. У лисы вообще нет выбора, а остальные нужно искать в полигонах. Они представляют собой обычные головоломки, а в конце некоторых вообще повторяются боссы. Не сказал бы, что они прям интересные, если бы разрабы закинули хоть какую-то побочную активность, я думаю, стало бы лучше. Вообще, вспоминая звездочку, есть смысл лутать только 1 и 8 полигоны, чтобы вкачать ей танец пил с двойным лезвием. Говорю вам, про другое оружие вы просто забудете. Если еще вкачать заряд энергии от телекинеза, то игра вот прям в прямом смысле 2 кнопками проходится. Не знаю, хорошо это или плохо, но просто это можно все зарашить и получить к середине игры. И получается, что другие способности можно даже не смотреть с самого начала. Ну, такое. Касаемо огнестрела, ну, мне понравилась стрельба. Очень даже неплохо все реализовано. Тому челу, который это сделал, отдельный респект от меня. Можете так и передать. Плюс уважение от Вадима. Теперь можно отправляться и в театр. И благо, что он не так затянут, как предыдущие миссии. Перед входом побеждаем Беляша и спускаемся вниз. Внутри меня зацепила одна история про электрика Васильича. Потому что у меня на работе начальник тоже Васильич. И тоже электрик. Такой же, как этот. Такой же распиздяй, да. Еще мне понравилась загадка с балеринами, но Элеонора все равно сексуальней. Дальше Серега залетает на сцену к Витьку. Он прямо спектакль и речь подготовил. Из их диалога становится понятно, что боевой режим роботов был введен еще на этапе конструирования. Витя утверждает, что у Димарио были грандиозные планы на этот счет, и чтобы их сорвать, устроил этот переполох. Серега все равно не хочет верить, что Сеченов злой. Лариса, кстати, бросила Витька, и тот попросил Серегу передать кольца, после чего, ну, вы сами все видели.
пользователей, это шок-контентный для слабонервных. В этот раз и без биометрии ясно, что все. Теперь остается вынести Натку. Очень приятная женщина была, любила садиться мне на лицо. После боя на связь выходит Димарио. Спрашивал про Витька и кольца. Голову Серегу упаковал, а вот про кольца соврал, что их не было. Сейчас вылетаем на комплекс Павлов, чтобы доставить голову. На месте Серегу встретил Шток, и нам показывают, как Лариса мчится куда-то на всех парах. Уже кажется, что все, сейчас все будет остановлено. У Штока уже даже хитро такая выебанная улыбка на лице проскакивает. Но тут неожиданно граната прилетает под ноги. Нормально. Вот это разгончик, вот это мне нравится уже. Штока съели космические сопли, а Серега решил уйти в лимбо. Снова он слышит женские голоса, похожие на воспоминания. После трипа Серега очнулся и свалил из комплекса. С ним сразу связалась Лариса и сказала, что ждет его в Академии последствий и покажет доказательства против Сеченова. Но перед этим файт с боссом. Он уникальный, нигде больше не встречается, но с телекинезом такой же легкий, как и остальные. Перед тем, как зайти в маяк, Храс пояснил, что это за кольца такие. Называются они бета-коннекторы. Установив их на определенных роботов, с их помощью эти роботы будут подчиняться только хозяину и никому и ничему больше. Храс забайтил их выкинуть, потому что Димарио в любом случае их заберет, пробив базу данных инвентаря. И ради предосторожности Серега все же согласился на такую авантюру. Через маяк мы спускаемся в подводный город. Вид красивый, конечно. Внизу Серегу встречает Лариса. Честно скажу, я был дико удивлен в этом моменте. Оказывается, Сеченов хотел не только захватить СШ, а еще и свое население взять под контроль. Суть в чем? Димарио хотел произвести полимеризацию населения, чтобы они, как Серега, приняли такие капсулы. Потом подключить им устройство мысль, чтобы они были связаны с роботами мысленно. Но тут все не так просто. Димарио благодаря этому имеет контроль не только над роботами, но и над людьми. Лариса показала, как это работает на практике. Еще? Вон тот толстый пусть попрыгает, ему полезно. А только он? А пусть прыгают все. У нас же коммунистическое общество. Прыгают, мать их, все! Дикость какая. Что за дерьмо вы тут устроили? Блять. Несчастные люди. Но дальше еще интереснее. Серега — это первый удачный экземпляр. Когда Сеченов спасал Серегу на операционном столе, он вел ему немножко полимера. Теперь он полностью контролируемый и по щелчку пальцев переходит в боевой режим. Естественно, есть побочные эффекты, и мозг уходит в лимбо. Там проскакивают воспоминания, ведь Димарио их стер. Еще близняшки — это жена Сереги. Прикиньте, Ахрас Харитон Захаров. Он смог их восстановить благодаря тому самому, тем самым космическим соплям. Захар, кстати, был корешем Димаса и начальником отдела нейробиологии. А жена Сереги была балериной. Вот так и получилось. Это просто нечто. Чисто доктор Фуфелшмерц на ультрах, реально. Дальше мы поднимаемся на лифте, и Серега ловит очередной трип. Кажется, Ларисе сегодня не повезло. Очнулся Серега возле бабы Зины, и тут еще открытие. Она его теща. Нормально, да? А про Ларису нам сказали, что ее разнесло, как Терешкову, чтобы так более гуманно выразиться. Теперь у нас есть выбор: пойти дать пизды Сеченову или просто забить на все и уйти. Концовка с уходом не понос даже, так, желтуха, типа он просто ушел в отставку, и все. Ах ты опарыш! Тварь ты дрожащая! А вот с Сеченовым очень даже ничего. Там нас ждет битва с близняшками, с левой и правой. Назвал их Сеченов, наверное, в честь своих рук. Они также ему преданы, вы понимаете, о чем я. Ну что ты скажешь против моего ствола, а? По убийству близняшек оказалось, что все это время Серегой манипулировала перчатка. Димарио просто хотел всех спасти, и это был единственный выход — превратить всех в то, что мы имеем в итоге. Но уже ничего не вернешь. Захар поселился в космические сопли и хочет дать жизнь новой ступени эволюции. Но в конце он просто уходит. Получается так. Теперь вынесем небольшой вердикт. Димарио и Захар оба козлы. Хоть Сеченова и выставили в конце хорошим, но не забываем про пушки на роботах, то, что было в Академии последствий, и про атомное сердце. Сюжет неплохой. Выглядит очень свежо на фоне поиска дочери, поиска сестры, мести за мать. Хороший выбор темы и, в принципе, сеттинга. Только вот первую половину игры нужно затерпеть. Прям реально затерпеть. Для меня это все же одноразовая игра. Не сказал бы, что через лет 5 захочу вернуться в нее
ее и словить ностальжи. Вот теперь точно все. Спасибо всем, кто смотрит, лайкает и комментирует. Вы лучшие пацаны, реально прям вам уважуха. До встречи в Outlast'е. И когда, короче, я закончил монтировать видос, я обратил внимание на описание игры, и я заметил там вот эту строчку. Боже мой, ну как шутка это выглядит смешно, реально. Но если они это имеют в виду на полном серьезе, то у меня для пацанов, ну это, печальные новости.